Итак, всем доброй ночи. Начинаем нашу серию «Тайны знахарей». Учимся изгонять дух болезней. Для того, чтобы всем было ясно и понятно, о чем я говорю и о каких тайнах идет речь, я хочу попросить вас все-таки вначале посмотреть и послушать лекцию «Тайны знахарей». Вообще люди... Помните, когда-то мы были самая читающая страна в мире? Но, к сожалению, книга отошла на второй план, даже на последний. Но это полбеды. Люди даже слушать не умеют. Вот я, предположим, перед тем, как дать ритуал, вначале объясняю, к чему, откуда это, когда это делали, какой был результат, когда люди проводили такие ритуалы, что это дает, да, какие корни этих ритуалов. Я это все объясняю, чтобы человек понял, как это ему поможет. Когда человек пьет лекарство, он читает инструкцию, даже если он прекрасно знает и пил это лекарство. Иногда читает освежить в памяти, а может быть, какими-то другими средствами это как-то не подходит. А за рулем можно это пить или нет? Вдруг сонливость какая-нибудь, правда ведь? Прежде чем доверять свое тело, свою физиологию какому-либо средству, человек интересуется, как это будет на него влиять. Почему вы доверяете свою судьбу ритуалам, заговорам, людям, которые занимаются магией? Некоторые просто говорят, что занимаются магией. И вы не собираетесь даже выслушивать, понимать, кто этот человек, что из себя представляет. Понимает вообще этот человек в этом деле или просто там трындит, лишь бы что-нибудь сказать. Понимаете? Слушайте, научитесь сначала слушать. Я иногда смотрю под роликом, сразу написано. Вот ритуал начинается с такого-то времени по такой-то. Даже ставят от и до, понимаете, время там с 12 минуты до 30 минуты. То есть, чтобы даже дальше даже не слушать, не надо дальше. Зачем это? Вы не понимаете, что если вы хотите менять свою жизнь, вы должны за что-то серьезно браться. Вот меня удивляют люди, которые 3-4 года у меня на канале подписаны. Вот год назад написали, например, спасибо, у меня все получается, все замечательно. А потом через год какой-то ересь пишут. Вот вы можете там посмотреть, там вот мы по судьбе или нет. Я думаю, каким местом ты смотришь мой канал? Настолько разжевано, пережевано, понимаете? Вот после моего канала огромное количество всяких каналов появилось, которые тоже хотят такие же темы озвучить, тоже пытаются что-то сказать, но раньше нагло воровали, сейчас боятся, потому что сейчас знают, что сразу их пресекают, сразу находят. И тут же, вы заметили, все эти воровайки тут же сваливают на админов. Мол, админ взял эти темы, я ничего не знаю. Это админ ведет мой канал, мой значит, аккаунт. Ну вот, очень удобно. Сразу на каких-то несуществующих админов, чтобы отмазаться. Ну, например, я считаю, что админы моей группы ВКонтакте, которые мы не всех берем, мы берем просто людей, знаете, которые разумные, которые понимают. У нас нет такой цели побольше народу, чтобы там было. Если бы была такая цель, мы бы группу открыли, и там бы сейчас было, не знаю, 90-100 тысяч человек, учитывая за сколько лет, учитывая то, насколько быстро набирают мои каналы подписчиков. Любой новый канал я создаю за недели-две, там, если это канал активный и нет ограничений, он набирает 5, 6, 7 тысяч, 20 тысяч, понимаете? То есть, если бы у меня было желание набрать побольше народу, я бы просто открыла эту группу, и там было бы столько людей. Но админы моей группы ВКонтакте, это люди, которые знают меня много лет. Это Яна, это есть у нас Наташа там. Еще вот, по-моему, была девочка, сейчас не помню, она есть или она уже не работает там админом. Одно время просто она просила уйти, ей некогда. И эти люди знают мои предпочтения, они знают мои работы. И они никогда в жизни не возьмут чужой труд, туда не поставят, чтобы потом мне приходилось краснеть и объяснять, что ты мой админ, не знаю почему поставил. Понимаете, это все
отмазки. Просто, когда их за руку ловят, они сначала начинают огрызаться, начинают тявкать. Вы замечали, да? Оттявкиваются. Вот, это не ее, это потом. А что она открыто тогда оставляет, чтобы... То есть, если открыто, вот, например, «Война и мир», если в открытом доступе продаются, я могу эту книгу взять просто и сказать, это я написала, и потребовать права за авторство. Это же открыто. А чё Толстой тогда вот так разрешил, чтобы все читали? Понимаете? Может, сравнение не очень корректное, но почти то же самое. А чё она тогда открыто вот показывает? Нормальная вещь. Замечательно, слов нет. А авторское право не читали, не слышали? Не такое вот выражение. Так вот, хочу вам объяснить, что все темы уже настолько пережеваны, что даже другие этим пользуются, пытаются на почве моих вот задумок, моих знаний создать свое. Но и то это неумело получается, не могут. И вот столько тем, и когда мне просто задают вопрос, а вот мне хотелось бы вот насчет этого спросить. Я говорю, зачем мне платить деньги? Вот, а вот как вот я хочу продать дом, сколько будет стоить ваша работа? Я говорю, девушка, зачем мне деньги платить? Вон заговор, прочитай, и в течение 2-3 недель дом продастся, может и быстрее. Иногда люди читали через... Я вам сейчас даже вот на всякий... Читали через 2-3 дня, на следующий день приходили люди, тут же, значит, договаривались и в течение нескольких дней покупали. Понимаете, вот сейчас хочу найти просто... Вот. Быстро продать или пристроить питомца или иную живность. Это я просто вот скриню иногда результаты трудов, чтобы вы понимали, почему надо слушать всегда начало, вступительное слово. Это не просто лишь бы что-нибудь сказать. Это нужно вам знать, чтобы вы понимали, зачем вам именно вот это надо провести. Почему вот так называлось это, откуда это пришло. Что эти духи любят. Изучите, узнайте. Это с вас же ничего не требуется особо. Ну вот пошли на прогулку. Там эти наушники взяли с собой. Или в такси сидите, в наушниках слушаете. Я помню, мне женщина сказала, что она ехала в такси, в общем, слушала. И этот такси сказал, девушка, а чего вы так вот с интересом слушаете? Она говорит, да просто лекции вот. Да? А давайте вместе послушаем. Вот пишет девушка, по-моему, да, студент лайф написано. Ну да, скорее всего. Значит, здравствуйте, Инга, зрители. Хочу выразить огромную благодарность за данный заговор. Долгое время искал... нет, это мужчина. Там просто фотографии непонятно. Искал чьи бы руки пристроить свою 2-годовалую собаку. Она у меня своеобразная, шабутная, любит находиться с человеком 24 часа на 7. Но я просто не мог ей это обеспечить, вследствие чего устраивал дома разруху. Я понимаю таких людей. Некоторые скажут, вот твоя собака, как... Ну, послушайте меня, если человек ездит, постоянно работает, и просто видите, что живое создание страдает, понимаете? Это можно понять, потому что... Как бы вам сказать, у меня тоже был случай, когда у меня собаки заболевали все время. Правда, они были намного меньше, но я тоже отдавала. Итак, мне тут отвлекли просто звонком. Дальше. Сегодня была встреча с женщиной, которая очень захотела мою собаку. Я выставлял ее на Авито и искал добрые и порядочные руки. Решил перед встречей, чтобы уж наверняка начитать заговор. Все сделал, как было нужно. Пошел навстречу. Женщина оказалась настолько вовлеченной в мою собаку. Она так ее хотела и радовала, что именно ее она могла забрать. Мы вместе проехались до ее дома. Собака ее боялась, но по дороге собака стала сама не своя. Очень быстро к ней привыкла и так далее, и так далее. Вот. Значит, человек просто... как бы и пытался пристроить, никак не получалось. Особенно собаки, у которых тяжелый характер, они не очень как бы их хотят брать, боятся. И стоило начитать, и тут же просто влюбились в эту собаку, забрали, и все счастливы.
Я к тому, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась, что бы вы ни делали, какую бы работу я вам не предлагала, лекцию, изучите это, смотрите, слушайте, несколько раз переслушайте, если вы не понимаете. Это нужно. Вы доверяете этому человеку свое здоровье, свою судьбу. Понимаете? А те, которые будут писать, вот с этой минуты начинается ритуал, эти люди никогда в жизни ничего не добьются, поверьте мне. Никогда. Потому что они слишком ленивые. Они слишком ленивые и слишком примитивные, чтобы дослушать, понять, вникнуть, только после этого это делать. Эти люди, вот это из того ряда, понимаете, которым что хочешь, дай выпить от какой-то там болезни, скажи, что это лекарство, они даже не прочитав, выпьют, а потом будут жаловаться, что вот их отравили, собственно говоря. Поэтому, ну, бесполезно. Так вот, я вам говорила о том, что я буду делиться с вами секретами знахарей, но я составляю на основе их знаний свои работы. И эти работы не раз и не два помогли людям. Есть новые работы, есть старые работы, различные. Дух болезни. Еще раз повторяюсь, лечить должны врачи. Но если дух болезни вселился в человеке, внутри человека, правильно я сказала, не в человека вселилось, а в человеке оно поселилось. И если этот дух болезни не изгнать, то через некоторое время оно возвращается. Или не излечивается. Так вот, задача наша с вами – изгонять дух болезни. Если это незначительные болезни, хотя незначительных болезней не существует, любая болезнь может привести к смерти, если запустить и не лечить. Элементарный грипп даже может это сделать. Вот. Если вы смогли самостоятельно это сделать, и этот дух болезни ушел, вы излечились, замечательно, не ходите к врачу. Если не смогли, естественно, надо идти. Ну, при более серьезных заболеваниях, естественно, и обязательно, уже об этом говорила миллион раз, не заставляйте мне говорить одно и то же. Смотрите, пожалуйста, ролик «Ведьмы не лечат», и там все сказано. И то же самое «Тайна знахарей», точно так же там объяснила. Итак, начинаем. Значит, вот ушные болезни, отит, воспаление есть такое среднего уха. Это, если кто не знает, это не о том, что у человека 3 уха. Просто делится вот ушной канал на вот верхнее ухо, значит, нижнее, среднее. Обычно среднее ухо. Это как, знаете, как пробка становится между этими вот посреди канала, который пропускает звук, и, собственно говоря, там вот начинает развиваться такой гнойный шар, и он может дальше пойти. Самые опасные болезни, как люди думают, что иногда вот опаснее всего, это вот то, желудок, ну вообще все опасно, но самые такие вызывающие риск, и зубная боль в том числе туда входит, потому что там все находится рядом с мозгом. И чаще всего люди, если неправильно лечат или запускают, или недолечивают болезнь, то через некоторое время они могут получить воспаление мозга, они могут получить определенных тканей воспаление, да, и это очень опасно. И вот не буду перечислять эти болезни, которые могут начаться из-за элементарного воспаления уха. Я знала человека, который поехал выдернуть зуб, и что-то там занесли ему инфекцию. И через некоторое время он получил опухоль головного мозга. И он запустил это на все уговоры нас всех, не шел лечиться. И потом, ну, упрямый человек, ничего не хотел понимать, принимать ни врачей, ни лекарей, никого. И это, естественно, привело к смерти. Итак, ушные болезни. Считается, что дух ушных болезней – это татра. Она обычно выглядит как такая красивая женщина
ее так персонализирует. Кто-нибудь скажет, да ну, болезнь это как... Если бы в магии не было возможно вот эта персонализация болезни, невозможно было изгнать. Изгонять то, что ты видишь, не знаешь, что не существует, согласитесь, не очень, да, разумно. Изгоняют то, что видно. Вот изгоняют там нечто, кого-то. Так вот, Татра. Татра во время, значит, может во время купания, может с ветром войти в ухо человека, может просто войти как воспаление. И внутри уха, значит, то, что происходит, вот этот воспалительный процесс, называется жабья вода. Татра заносит в ухо человека жабью воду. Это гной, собственно говоря, естественно. Это вот те самые воспалительные процессы, которые происходят в ухе человека. И издревле изгоняли знахари Татру. Это, то есть, дух болезней ушных, определенным методом. Во-первых, нужно либо благовоние, либо, вот знаете, такие прессованные травы есть, которые, собственно, очень сильно дымятся, когда их зажигают. Обязательно нужен источник дыма и источник огня. Считалось, что Татра более всего боится медвежьих братьев. Вот сейчас вот будете спрашивать, а как это узнали, а кто, откуда? Я вам еще раз говорю, это создано на основе тайн и секретов знахарей. Считалось, что этот дух боится медвежьих братьев. Вот на основе вот этого поверья были созданы и заговоры, и ритуалы, и я создала свой заговор. Медвежьи братья – это некие такие духи, значит, двух медведей, братьев, которые приходили за Татрой. И она от них убегала. И когда она слышала о том, что за ней идут медвежьи братья, по логике вещей, по логике магии и вот того предания, которое о ней сложено, она должна была убежать. Убежать и освободить ухо, значит, человека от болезни. Теперь вы можете прочитать для своего ребенка до 22 лет. Это ваш ребенок, связь сильнее. Вы можете на своего ребенка начитать. Если это взрослый человек, он сам должен проводить. Нужно чередовать, брать, значит, в руки свечу, любую свечу, источник огня, и крутить вокруг уха. Можно по часовой, против, это не имеет значения. Главное, вот крутите, поставили, одну часть прочитали заговора, потом берете источник дыма. Ну, желательно, если возьмете благовоние, ну вот оно больше, как бы, скажем так, удобнее держать, да, пальцами. Крутите вокруг уха, начитывайте. Читать нужно столько раз, может быть, 5 раз, 6 раз, 12 раз, столько раз, пока вы не почувствуете, что там начинается какой-то процесс. Вот начинает чесаться внутри уха. А бывают случаи, что вот раскрывается, и вот эта вот пробка как бы рвется, выходит, и гной начинает выходить. Вот как только это началось, можете прекратить. Но я хочу вам сказать, что гной не всегда сразу же выходит из уха, вот эта жабья вода. Поэтому начитайте до того момента, пока вы не почувствуете, что идут процессы. Вот начинает, значит, жар кидать, начинает в ухе, начинает чесаться, начинают какие-то звуки, какие-то шорохи, вы начинаете, вот слух начинает резать вот это вот шум внутри уха. Как только вы это почувствовали, дочитайте до конца, оставьте догореть свечи, оставьте благовоние догореть, значит, тлеть до конца. И все. Потом это все, когда вы ляжете спать, это читается в темное время суток, ляжете спать, как правило, прорвет либо на утро, либо ночью. Поэтому будьте готовы. Рядом положите платок, еще что-нибудь. Но чаще всего бывает, что вот
вот эта вот пробка вылетает прямо во время чтения. Если там еще отит не настолько страшный, не настолько сильный и опасный, он может потихоньку сам уйти, то есть начнет высыхать все внутри, и, собственно говоря, и со временем начнет выходить из уха, смотря насколько эта болезнь запущена. Естественно, и сходите к врачу обязательно. Но если врач, например, скажет, что пока еще есть время, надо подождать, вы можете попробовать дома это сделать. Либо, если у вас нет пока возможности идти к врачу, ну, мало ли, может, вы в каком-то месте находитесь, пока вы не можете выехать или какие-то проблемы. Вы можете это начитать до того момента, пока вы попадете к врачу. Это поможет быстрее избавиться. В любом случае, это вспомогательно. Но бывают случаи, что начитывают, и оно само проходит с помощью заговора. Теперь это поможет при отите, значит, при воспалении уха. Может просто воспаление уха у ребенка. Вот ребенок плачет. Возьмите, посадите ребенка или пускай лежит, вы в этом положении начитываете, значит, крутите возле его уха, читайте, 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 и он уснет. На утро проснется, а боли нету, все прошло. Итак, начнем. Татру. Изгоняем Татру. Идут медвежьи сыновья, сильные да могучие. Татра, беги отсюда. Один красный, другой бурый. Красный огнем тебя сожжет, бурый тебя дымом изгонит. Татра, беги. Иди, Татра, по лесу. Увидишь сову, назови его сватом. Увидишь волка, назови его братом. Увидишь лису, назови сестрой. Татра, беги, беги, Татра, через поле и овраги. Беги, Татра, к своим кумовьям, к сватьям и дядьям. Медвежьи братья гонятся за тобой. Хотят тебя разорвать, хотят тебя растоптать. Беги, Татра, кыш, кыш отсюда. Татра, куф, куф, выйди из уха. Вылей наружу жабью воду. Отнеси жабью воду назад матушке жабе, твоей подруге. Вот они, медвежьи братья, уже вышли на главную дорогу, уже идут. Успей, Татра, беги, Татра, куф, куф, куф. Тьфу на тебя, заклинаю. Странный заговор, но такой он должен быть. Еще раз. Идут медвежьи сыновья, сильные да могучие. Татра, беги отсюда. Один красный, другой бурый. Красный огнем тебя сожжет, бурый тебя дымом изгонит. Татра, беги. Иди, Татра, по лесу. Увидишь сову, назови его сватом. Увидишь волка, назови его братом. Увидишь лису, назови сестрой. Татра, беги. Беги, Татра, через поле и овраги. Беги, Татра, к своим кумовьям, к сватьям и дядьям. Медвежьи братья гонятся за тобой, хотят тебя разорвать, хотят тебя растоптать. Беги, Татра, кыш, кыш, кыш отсюда. Татра, куф, куф, выйди из уха, вылей наружу жабью воду, отнеси жабью воду назад матушке жабе, твоей подружке. Вот они, медвежьи братья, уже вышли на главную дорогу, уже идут. Успей, Татра, беги, Татра, куф, 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 тьфу на тебя, заклинаю. И когда будете читать, время от времени поплевывайте в сторону, как бы очищая и себя тоже, чтобы на вас это не перекинется однозначно, но просто как бы действиями своими показывая, что не просто там тьфу на тебя, но еще и реально тьфу на тебя, в сторону, не на человека. Смотрите, когда это все пройдет, отнесите что-нибудь сладкое. Ну, лучше из меда, может даже мед. Вот маленькие баночки есть, покупайте, открывайте в баночке, оставляйте и оставляете 2 монеты, любые. Оставляйте 2 монеты, баночку меда или что-нибудь сладкое на основе сладкого, потому что это медвежьим братьям откуп. Оставляйте под деревом и говорите: пришли, забрали, откупаюсь. Все. И уходите, не глядя. Это обязательно нужно делать. Нужно откупиться от духа медвежьих братьев, потому что если они пришли на помощь, мало ли еще вам нужно будет для кого-то или для себя делать, чтобы они на вас обиду не держали, чтобы вы от них откупились. Теперь второе. Из той же серии можете попробовать
ушной болезни еще и паротит, значит, заговорить вот этим заговором. И сделать еще одно действие. Или сделать только одно действие, посмотреть, если не помогло или помогло немного, значит, попробовать провести еще и изгнание Татры. Потому что она, собственно говоря, дух всех ушных болезней. Вот паротит опухоль, как правило, за ухом. Его вырезают, через некоторое время опять там накапливается всякое. И считается, что это приносит ветер. Ветряная болезнь называется. Нужно идти в лес, в такое место, где вы потом часто не будете ходить. Отнесите черную ленту. Ну, возьмите, купите ленточку. Не нить, а именно черную ленту. Можно ли вырезать из черного материала ленту? Можно. Но она должна быть такая, скажем, не тонкая, да, средняя. Вот эту черную ленту надо привязать к дереву. Считается, что дух ветра принимает это за свой хвост, начинает играться, запутывается там, и там же и остается, собственно говоря, оставляет человека в покое. Теперь привяжите эту черную ленту и 6 раз читайте. Потом отвернитесь, уйдите оттуда. И не приходите туда, желательно, год хотя бы. Поэтому выберите такое место, где вы часто не гуляете. Вот привязывайте и читайте 6 раз. Ветер, ты со своим хвостом играй, а от меня имя ваше. Если вы делаете своему ребенку, ребенок сам должен с вами пойти, привязывать это и читать или повторять за вами. Обязательно человек сам должен произносить это в этом случае. Еще раз читаю. Ветер, ты со своим хвостом играй, а от имя ваше меня отстань. И болезнь мою поминай. Помучил и хватит. Истинно так. Еще раз. Ветер, ты со своим хвостом играй, а от меня отстань. И болезнь мою поминай. Помучил и хватит. Истинно так. И уходите без оглядки. И через некоторое время опухоль либо прорвет и все это очистится, либо начнет уменьшаться и уйдет. То есть начнет высыхать внутри. Желаю вам удачи. Живите здоровой жизнью, потому что это очень важно. Мы и так не особо долгую жизнь живем по сравнению с деревьями и камнями, и природными иными явлениями, да, но за всю жизнь эту лечимся, приводим себя в порядок. Ну, что делать? Такое у нас несовершенное тело. Увы. Немного покажу вам. Это некоторые атрибуты знахарей. Медвежья лапа, видите, ножка антилопы. Все, забыла. Метла, перья птиц, которые, да, ступка, трава, вот емкость для разжигания травы и прочее. Ну, как обычно, вот такой набор, некий набор и для ведьм, и для знахарей. Я сейчас загружу и еще одну работу, наверное, буду сегодня показывать. Собственно, пока вы запишете у себя, как раз переварите, поймете, о чем и что. И дальше будем эту серию продолжать. Всем удачи!